Глава 2436. Самая мощная стадия Великого Вознесения. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, услышав это, и он кивнул в ответ, прежде чем убрать нефритовый значок. Естественно, в золотом браслете для хранения было больше предметов, в том числе 7 или 8 сокровищ, назначений которых он не знал, а также стопка золотых и серебряных талисманов и большая куча золотых кристаллов. Однако в настоящее время он находился не в своей пещерной обители, поэтому не мог вынести их для более тщательного осмотра. Таким образом, Хань Ли продолжал ждать, и вскоре поблизости вспыхнули пространственные колебания, последовавшие за Цзиньтуном, появившимся из воздуха в виде полоски золотого света, прежде чем исчезнуть в рукаве Хань Ли в мгновение ока. Сразу же после этого Цзиньтун передал ему отчет по голосовой передаче, и выражение его лица сразу же смягчилось, когда он услышал, что он должен был сказать. Вскоре после этого вдали появилась черная линия и шар малинового света, прежде чем достичь Хань Ли после нескольких вспышек, чтобы показать Мо Гуана и Хо Сюзи. «Учитывая, что вы вернулись так быстро, я полагаю, вы преуспели, коллеги Даосы?» — спросила Хань Ли со слабой улыбкой. «Хе-хе, конечно. У этого человека было несколько трюков в рукаве, но он никогда не сможет убежать от нас», — Хо Сюзи усмехнулся, бросив 2 предмета в сторону Хань Ли. Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить взрыв невидимой силы, которая удерживала предметы неподвижно в воздухе перед ним. Как оказалось, одним из 2 предметов было сморщенное тело зарождающейся души, в то время как другим был черный браслет для хранения. Я поглотил всю сущность зарождающейся души, так что он даже не сможет войти в цикл реинкарнации. Что касается всего остального, что он оставил после себя, они нам не нужны, так что вы можете их забрать, неторопливо сказал Мо Гуан. Хань Ли бросил взгляд на сморщенную зарождающуюся душу, и хотя ее лицо было сильно искажено, оно было явно идентично лицу Мин Цзуна. «Спасибо вам за вашу тяжелую работу, товарищи даосы. Я предлагаю нам немедленно покинуть это место». Как только его голос затих, он взял черный браслет хранения в свои руки, прежде чем убрать его, бросил шар малинового пламени в сторону сморщенной зарождающейся души, чтобы мгновенно превратить ее в ничто. Мо Гуан и Хо Сюзи, естественно, не возражали, и поэтому Хань Ли поднял руку, чтобы освободить невзрачную лазурную летающую карету, в которую все трое немедленно сели. Дао Се сделал ручную печать и исчез в рукаве Хань Ли в виде дуги серебряной молнии, после чего карета улетела в виде шара лазурного света. 3 дня спустя некоторые могущественные существа торговой гильдии Хэлиан, дислоцированные на окраине мыса Зловещего Крика, наконец-то отважились войти в этот район в осторожной манере. Весь ландшафт был полностью преобразован, но, конечно, не было найдено ни одного живого существа. Минг Цзун не организовывал, чтобы кто-либо входил в точку Зловещего Крика, кроме существ великой стадии Вознесения и людей, необходимых для создания формирования. Как таковые, эти люди понятия не имели, был ли еще жив Малян или нет, и не осмеливались слишком долго задерживаться в точке Зловещего Плача. Таким образом, после всего лишь краткого осмотра района, они немедленно рассеялись, чтобы передать отчеты всем крупным державам на континенте. Несколько месяцев спустя новости о гибели всех в точке Зловещего Крика были опубликованы их соответствующими расами, о чем свидетельствует тот факт, что все их значки души были разбиты. Эта новость распространилась, как лесной пожар, по всему континенту Тянь-Юань, и даже некоторые расы на других континентах вскоре узнали об этом. Однако не было никаких доказательств того, что этот истинный бессмертный тоже погиб во время битвы. В результате все царство духов находилось под облаком постоянного страха и опасений, и никто не знал, вернется ли когда-нибудь истинный бессмертный, чтобы продолжить свое наглое убийство. Только по прошествии целого года незначительная человеческая раса распространила весть о кончине истинного бессмертного. Также было заявлено, что менеджер торговой гильдии Мин Цзун намеренно пожертвовал некоторыми могущественными существами формации биполярного уничтожения, чтобы увеличить мощность детонации формации, и что он погиб вместе с истинным бессмертным. Эта новость была правдой только наполовину, и она вызвала огромный переполох во всем царстве духов. Все крупные державы в королевстве немедленно начали расследование, чтобы обнаружить, что действительно был человек, выживший в битве в точке Зловещего Крика. После того, как это было подтверждено, многие существа великой стадии Вознесения основных рас отказались от своего культивирования и немедленно отправились к человеческой расе. Некоторые из них хотели выяснить, что произошло во время битвы в точке Зловещего Крика, но большинство из них гораздо больше интересовались сокровищами, оставленными истинным бессмертным. Все другие могущественные существа, кроме Хань Ли, погибли, так что не было никаких сомнений в том, что он получил все сокровища истинного бессмертного. Все расы на континенте Тянь-Юань были более подавлены не потому, что их не интересовали эти сокровища, а потому, что все их самые могущественные существа погибли, поэтому они знали, что они ничего не смогут сделать с Хань Ли. Поэтому они решили пока залечь на дно и понаблюдать. Напротив, многие существа великой стадии Вознесения с 2 других континентов стекались на континент Тянь-Юань. В течение следующего года или около того многие иностранные существа великой стадии Вознесения прибыли в человеческую расу и легко нашли бескрайнее море, где жил Хань Ли.
Однако, независимо от того, какие намерения вынашивали эти великие существа стадии Вознесения, все они были вынуждены отступить с Цзинь-Туном и Дасом Се, как только они вошли в Бескрайнее море. Многие из иностранных рас, которые следили за ситуацией, были совершенно ошеломлены таким поворотом событий. За короткий промежуток времени более 20 иностранных существ Великой стадии Вознесения последовательно посетили Бескрайнее море, но все они вернулись с пустыми руками. Таким образом, все остальные существа Великой стадии Вознесения стали более осторожными, а остальные люди, которые осмелились отправиться в Бескрайнее море, были поистине грозными существами даже среди культиваторов Великого Вознесения. Несмотря на это, Цзинь, Тун и Дао Ссе все равно легко отмахнулись от них, и за все это время Хань Ли ни разу не показался. Это заставило многих существ на стадии Великого Вознесения настороженно относиться к Хань Ли, но также привело в ярость могущественных существ, которые стояли на самой вершине двух других континентов. В этот день 8 чрезвычайно известных могущественных существ с континента Кровавого Неба и континента Грома вместе прибыли в Бескрайнее море. В этом случае Дао Ссе и Цзинь Тун не предприняли никаких усилий, чтобы остановить их, и они прибыли прямо на остров Интеграции Происхождения. Внезапно из Дворца Лазурного Происхождения в центре острова вырвалась чрезвычайно грозная аура, и Хань Ли появился вместе с Мо Гуаном, Хо Сюзи, Дасом Се и Цзинь Туном. 8 могущественных существ были ошеломлены аурой, выпущенной группой Хань Ли, и их конфронтационное поведение немедленно значительно смягчилось. Они не то чтобы боялись Хань Ли и других, но они знали, что Хань Ли определенно не будет тем, кому они могли бы подойти, когда им заблагорассудится. Хань Ли приветствовал 8 могущественных существ во Дворце Лазурного Происхождения улыбкой, после чего ворота закрылись, и лазурный световой барьер спустился с небес, чтобы охватить весь дворец под ним. После этого Хань Ли и остальные оставались во дворце 3 дня и 3 ночи. В течение этого времени во дворце время от времени вспыхивали громкие волнения и всплески огромных энергетических колебаний, заставляя барьер лазурного света сильно дрожать. Однако по прошествии 3 дней барьер лазурного света внезапно исчез, после чего 8 могущественных существ появились с мрачными выражениями, и все их ауры уменьшились в разной степени. Хань Ли вышел из дворца позади всех остальных со слабой улыбкой на лице, и он, казалось, был совершенно невозмутим. «Товарищи даосы, я уже продал вам таблетку истинной души, вам решать, что вы решите с ней делать. Я надеюсь, что это положит конец этому вопросу. Если отныне кто-нибудь еще попытается преследовать меня или моих братьев, они не будут встречены таким дружелюбным приемом». Старик Медный Ворон, которого Хань Ли однажды встретил в царстве старшего дьявола, был одним из 8 могущественных существ, и он ответил с кривой улыбкой: «Будьте уверены, товарищ Даос Хань, все мы важные фигуры в царстве духов, и мы, конечно, не откажемся от своего слова. Как только мы вернемся, мы сделаем все возможное, чтобы отговорить других от посещения вас». После этого все 8 из них поднялись в воздух и быстро улетели с острова Интеграции Происхождения. Только после того, как 8 полос света исчезли в далеком небе, выражение лица Хань Ли немного смягчилось, и он повернулся к Цзинь Тону и Досу Се и сказал: «Если кто-то еще осмелится пробиться в Бескрайнее море, тогда больше нет необходимости сдерживаться. Если вы можете захватить их, то сделайте это, но если нет, то просто убейте их. Брат Мо Гуан, товарищ Даос Хо, в качестве меры предосторожности я попрошу вас двоих также патрулировать район в ближайшем будущем». «Ха-ха, предоставь это нам, мы больше никого не пустим в Бескрайнее море», — ответил Мо Гуан. У Хо Сюзи и остальных тоже не было никаких возражений. Таким образом, все 4 ушли после того, как их уволил Хань Ли. Конечно же, после этого никто больше не пришел к Бескрайнему морю, и некоторые из существ Великой стадии Вознесения, которые задержались поблизости, также исчезли после ухода 8 могущественных существ. Вскоре после этого начал распространяться слух о том, что Хань Ли в одиночку победил 8 самых могущественных существ во всем царстве духов, и бесчисленные расы в царстве духов были поражены, услышав это. Услышав о том, как Хань Ли уже продал таблетку истинной души 8 могущественным существам, все остальные отказались от любого намерения навестить его. В результате всего этого стало широко признано, что Хань Ли был самым могущественным существом на континенте Тянь-Юань, и даже были некоторые, кто провозгласил, что не будет преувеличением сказать, что Хань Ли был величайшей ступенью Вознесения номер 1 во всем царстве духов. Глава 2437. Снова встреча с монархом духа. 2 года спустя Хань Ли сидел в углу секретной комнаты на самом глубоком уровне Дворца Лазурного Происхождения, щелкая в воздухе цепочкой печатей и заклинаний разных цветов. В центре секретной камеры находилось золотое образование размером около 10 футов, над которым парили 2 зеленых флакона разных размеров, один из которых был расположен над другим. Флакон сверху был размером всего в несколько дюймов, и он был перевернут вверх дном, а в его отверстии вспыхивал таинственный свет. Все печати заклинаний, выпущенные Хань Ли, исчезли в этом флаконе в мгновение ока. Флакон под первым флаконом был размером около фута,
и он был связан бесчисленными пятицветными нитями света, исходящими из всех частей светового образования. Более того, струйки света вытекали из отверстия этого флакона только для того, чтобы быть втянутыми флаконом над ним. С каждым лучом света, который удалялся, больший флакон становился немного меньше, и его цвет также постепенно исчезал. Примерно через полдня 2 флакона были одинакового размера, а второй флакон стал почти прозрачным. Наконец раздался глухой удар, и второй флакон превратился в шар света, который также был втянут в первый флакон наверху. Увидев это, на лице Хань Ли появилось радостное выражение, и он немедленно указал пальцем на строй. Жужжащее образование мгновенно прекратило работать, и весь свет померк, когда единственный оставшийся маленький пузырек медленно опустился. Хань Ли махнул рукой, чтобы притянуть флакон к себе, и флакон немедленно полетел в его руки в виде шара зеленого света. Бессмертная техника слияния происхождения на этом нефритовом слепоне действительно очень эффективна, стоило потратить время, чтобы овладеть ею. Теперь, когда я соединил точную копию флакона с флаконом, управляющим небесами, я смогу использовать сокровище простыми способами, а не полагаться исключительно на него для создания духовных лекарств, пробормотал Хань Ли себе под нос со слабой улыбкой на лице. Если подумать, я всегда знал, что это необыкновенное сокровище, но я никогда не думал, что это будет что-то, что так высоко ценится даже патриархом Да истинного царства бессмертных. Как он оказался в человеческом мире? И куда делся его дух-флакон? Могло ли оно быть потеряно где-нибудь в человеческом мире? Хань Ли задумался, убирая маленький пузырек подальше. Так и быть, это уже чудесная возможность, что мне удалось заполучить часть этого сокровища, и это сыграло чрезвычайно важную роль в моем развитии. С моей стороны было бы жадно просить большего, чем это. Что мне сейчас нужно сделать, так это уйти в уединение, чтобы овладеть новыми способностями, которые я получил. После того, как я это сделаю, я усовершенствую интегрированные 5 экстремальных гор и некоторые из моих других важных сокровищ, а затем приступлю к усердному культивированию в ожидании моей скорби по вознесению. Однако, прежде чем я уйду в длительный период уединения, есть некоторые вещи, о которых я должен позаботиться. Имея это в виду, Хань Ли перевернул руку, чтобы вызвать довольно поврежденный нефритовый значок. Это был значок души, который он получил от Маляна, и вскоре после того, как он вернулся в Бескрайнее море, он попросил даосиста Се выяснить, действительно ли владелец этого значка души находится в царстве духов. К его большому удивлению, Даос Се не только убедился, что владелец значка души действительно находится в этом царстве, а они находились на территории расы духов недалеко от человеческой расы. Мысль о монархе-духе сразу же пришла в голову Хань Ли, когда он узнал об этом. Он не знал, кто был владельцем этого значка души, но, скорее всего, это имело какое-то отношение к таинственному монарху духа. Он планировал отправиться в расу духов для расследования, но после битвы в точке зловещего крика ему пришлось все это время оставаться во дворце лазурного происхождения, что привело к этой задержке. За последние 2 года ко мне больше не приходили посторонние существа, так что самое время мне заняться этим вопросом, пробормотал Хань Ли себе под нос, слегка прищурив глаза. Несколько месяцев спустя сильные пространственные колебания вспыхнули над скрытой горой духов расы духов, и в полной тишине появился гигантский черный ковчег, после чего Хань Ли появился в передней части ковчега. Все на горе скрытого духа, естественно, пришли в неистовство, и бесчисленные охранники поднялись в воздух, когда появились слои ограничений. Однако Хань Ли не обратил на это никакого внимания, когда крикнул: «Товарищ монарх даосского духа, я пришел навестить вас и хотел бы получить аудиенцию». Несмотря на то, что его голос был не очень громким, он эхом разносился по всей скрытой горе духов, и он был наполнен какой-то невероятной силой, в результате чего все охранники в воздухе над горой немедленно упали с небес. Даже святые духи, которые поднялись в воздух, были вынуждены снова спуститься, так как их магическая сила прекратила циркулировать, как только они услышали этот голос. Все, естественно, были очень встревожены этим, и прямо в этот момент голос духовного монарха, наконец, раздался из-за скрытой горы духов. «Добро пожаловать, товарищ Даос Хань. Прости, что не поприветствовал тебя раньше. Пожалуйста, входите». Как только голос затих, ограничения над скрытой горой духов раздвинулись, открывая проход, чтобы предоставить Хань Ли проход. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он увидел это, и он влетел в проход в виде полосы лазурного света. Монарх духов стоял на платформе перед залом на вершине скрытой горы духов, глядя в небо с торжественным выражением лица. Внезапно Хань Ли появился перед ним в призрачной манере среди вспышки лазурного света. Зрачки духовного монарха слегка сузились, когда он увидел это, но на его лице появилась улыбка, когда он сложил кулак в приветствии. «Твои силы поистине непостижимы, товарищ Даос, и ты прославился во всем царстве духов. Чему я обязан такой чести твоему визиту? Ты слишком добр, брат-монарх духов. Мне очень повезло, что я заслужил эту репутацию. Кроме того, это не обязательно хорошо. Что касается того, почему я пришел сюда, я хотел спросить тебя кое о чем», — ответил Хань Ли. Услышав это, монарх-дух слегка нахмурил брови.
В чем дело, товарищ Даос Хань? Вы знаете владельца этого предмета, товарищ Даос? Спросил Ханли, взмахнув рукавом в воздухе, чтобы освободить значок поврежденной души. Духовный монарх взял значок души в свои руки, и выражение его лица сразу же слегка изменилось, когда он почувствовал его ауру. После долгой паузы на лице духовного монарха появилась кривая улыбка, и он спросил: «Ты получил этот значок от того павшего бессмертного, брат Хан?» Хань Ли кивнул в ответ. «Похоже, я был прав, что пришел навестить тебя». После недолгого колебания духовный монарх, казалось, пришел к какому-то решению, и он бросил значок души обратно Хань Ли. «Пожалуйста, пойдем со мной, товарищ Даос». Сразу же после этого он повернулся и зашагал в сторону зала, не дожидаясь ответа от Хань Ли. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он немедленно последовал за ним. Вскоре после этого Хань Ли обнаружил, что стоит перед ледяной горой в таинственном подземном пространстве, с удивлением разглядывая красивого молодого человека, запечатанного у подножия горы. Монарх духов стоял рядом с ним, и первый сделал ручную печать, прежде чем наложить печать заклинания на ледяную гору. Мгновение спустя бесчисленные точки белого света быстро сошлись внутри ледяной горы, чтобы сформировать зарождающуюся душу духовного монарха. Зарождающаяся душа бросила взгляд на Хань Ли, и вместо того, чтобы удивиться, увидев его, на ее лице появилась кривая улыбка. «Значит, ты все-таки пришел. Похоже, недавно павший бессмертный действительно искал бессмертного, которого я здесь запечатал. Этот бессмертный прожил в царстве духов много лет, и он определенно скрывает какую-то важную тайну, так что неудивительно, что кто-то был послан из истинного царства бессмертных, чтобы выследить его. Тебе удалось запечатать этого бессмертного, брат-дух? В таком случае, похоже, что слухи, циркулирующие о тебе, в конце концов, не совсем необоснованы», сказал Хань Ли с задумчивым выражением лица. «Боюсь, я не могу подробно остановиться на этом», сказала зарождающаяся душа, покачав головой, затем устремилась к духовному монарху в виде шара белого света, исчезающего в его теле в мгновение ока. В результате аура духовного монарха мгновенно стала значительно мощнее, что сделало ее сравнимой с аурой могущественных существ высшего уровня, которых Хань Ли встречал в прошлом. Казалось, что это был истинный монарх духа. При виде этого в глазах Хань Ли вспыхнул странный огонек, но он ничего не сказал. Тем временем духовный монарх убрал свою ауру, прежде чем повернуться к Хань Ли серьезным выражением лица. «Теперь, когда ты увидел владельца этого значка души, каковы твои намерения, товарищ Даос Хань? Независимо от того, имеет ли этот бессмертный какое-либо отношение к тому, кого я убил, я хочу покончить с ним, чтобы избежать любых потенциальных проблем в будущем», ответил Хань Ли. «Я боюсь, что вы, скорее всего, не сможете этого сделать, товарищ Даос Хань. Если бы было так легко покончить с этим истинным бессмертным, то я бы не запечатал его здесь, чтобы медленно очищать его истинное бессмертное тело своим связанным пламенем», ответил духовный монарх, покачав головой. Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. «Почему это так? Мне было не так уж трудно убить того другого истинного бессмертного. Это совершенно другое. Истинный бессмертный, которого ты убил, был ограничен силой законов царства духов, и ему пришлось посвятить большую часть своей силы борьбе с силой этого царства. Напротив, этот истинный бессмертный уже превратился в другое истинное бессмертное тело в царстве духов, и он развил некую секретную технику бессмертия, которая объединила его магическую силу, душу и физическое тело в одно единое целое. Таким образом, его тело намного мощнее, чем у обычного истинного бессмертного, и даже глубокое небесное сокровище не смогло бы причинить ему вред, объяснил духовный монарх. Глава 2438. Зацепки. Я понимаю. Тем не менее, я все равно хотел бы попробовать. Однако до этого я хочу попробовать использовать технику поиска души на этом истинном бессмертном. Я уверен, что у тебя не будет никаких возражений, верно, брат-дух? Спросил Хань Ли, задумчиво поглаживая свой подбородок. Монарх духов слегка запнулся, услышав это, прежде чем ответил: «Если ты способен убить эту свинью сразу, то я был бы более чем счастлив это увидеть. Однако, если ваше духовное чувство не будет намного сильнее, чем у него, вы никак не сможете успешно исследовать его душу». Услышав это, Хань Ли слегка нахмурил брови. «Тогда что, если я буду настаивать на том, чтобы попробовать?» Выражение лица духовного монарха резко изменилось, когда он услышал это. Затем на его лице появилось холодное выражение, когда он сказал: «Если ты так уверен, то я не буду тебя останавливать. Однако я запечатал этого бессмертного, и если ты настаиваешь на том, чтобы делать что-то силой, то сначала тебе придется доказать мне это. Как бы ты хотел, чтобы я это сделал?» Спросил Хань Ли. «Есть много людей, провозглашающих вас величайшей ступенью вознесения номер 1 в царстве духов.
Я осмелюсь сказать, что я также довольно силен среди существ великой стадии Вознесения. Если вы сможете выдержать 3 моих атаки, не уклоняясь, тогда я могу позволить вам делать с этим бессмертным все, что вы хотите», — сказал монарх духов. «Ха-ха, это меня вполне устраивает. Среди культиваторов, подобных нам, власть должна почитаться превыше всего остального. Если я не смогу выдержать 3 атаки с вашей стороны, то я немедленно уеду и больше не буду об этом упоминать», — сказал Ханли. «В таком случае, давайте пойдем куда-нибудь еще, чтобы не повредить печать здесь», — предложил монарх духов. «Как пожелаете», — кивнул Ханли. Таким образом, дух монарха вылетел из зала в виде полоски света, за ним последовал Ханли. Примерно через 15 минут в определенной точке в чреве горы скрытого духа произошли 2 сильных подземных толчка, в результате чего вся гора задрожала и задрожала. Все стражи расы духов не могли не обменяться встревоженными взглядами, почувствовав это. Они знали, что это должно было иметь какое-то отношение к Ханли, но они понятия не имели, что именно происходит, и они не осмеливались расследовать это без разрешения духовного монарха. В зале в чреве скрытой горы духов световой барьер, окутавший весь зал, внезапно распался на пятнышки белого света. Хань Ли и монарх духов смотрели друг на друга с противоположных концов зала совершенно противоположными выражениями лиц. Хань Ли с безразличным выражением лица сцепил руки за спиной, как будто прогуливался по парку. Напротив, аура духовного монарха стала еще более мощной, чем раньше, и позади него была проекция серебряного Будды с демоническими глазами по всему телу, но выражение его лица было довольно напряженным. Вокруг него был круг из коротких полупрозрачных лезвий, но они, казалось, намеренно избегали его. Между ними двумя было гигантское лезвие длиной более 100 футов, и оно висело в воздухе, но его наконечник отсутствовал. Кроме того, поперечное сечение разреза было гладким, как зеркало, как будто кончик был аккуратно срезан чем-то. «Вы уже совершили 2 атаки, осталась еще 1 атака», — неторопливо сказал Ханли. «Забудь об этом. Твои силы еще более страшны, чем предполагают слухи, и я бы только навлек на себя еще больше смущения, если бы пошел в последнюю атаку», — сказал монарх духов с кривой улыбкой. Затем он сделал ручную печать, и гигантское черное лезвие немедленно исчезло вместе с серебряной проекцией Будды и короткими полупрозрачными лезвиями. «Хе-хе, ты слишком скромен, брат-дух, я уверен, что ты не развязал свои самые мощные атаки. Иначе я определенно не смог бы так легко противостоять им», — Хань Ли усмехнулся. «У меня действительно есть несколько козырей в рукаве, но ясно, что ты тоже не раскрыл свою истинную силу. В любом случае, я от всего сердца соглашаюсь, и ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится, с истинным бессмертным, которого я запечатал. Однако у меня есть одно условие: если ты можешь убить этого истинного бессмертного, то ты должен сделать это в моем присутствии. В противном случае я не смогу быть уверен», — сказал монарх-дух с серьезным выражением лица. «Это не проблема. Недавно я усовершенствовал новое сокровище, которое может здесь пригодиться», — многозначительно ответил Хань Ли. Монарх духов был несколько озадачен, услышав это, но он был в восторге от того, что Хань Ли согласился на его условия, и немедленно повел Хань Ли обратно в зал. Полмесяца спустя ограничения над скрытой горой духов раздвинулись, и полоска лазурного света вылетела, прежде чем приземлиться на гигантский черный ковчег, который ждал в небе наверху. Мгновение спустя раздался взрыв грохота, и ковчег улетел вдаль. Хань Ли сидел в потайной комнате на нижнем уровне ковчега, задумчиво разглядывая маленький зеленый флакончик в своей руке. Несколько дней назад он успешно исследовал душу этого запечатанного бессмертного своим огромным духовным чувством. На самом деле, было бы неверно называть это полным успехом. Несмотря на то, что он успешно проник в разум бессмертного, он обнаружил, что большинство важных воспоминаний бессмертного были запечатаны какой-то таинственной энергией. Изучив все доступные воспоминания, Хань Ли направил свое духовное чувство на эту часть воспоминаний бессмертного, только для того, чтобы голова бессмертного мгновенно взорвалась, как арбуз. В результате духовное чувство бессмертного было мгновенно уничтожено, и даже его тело превратилось в пепел от этого взрыва таинственной энергии. Хань Ли и духовный монарх, естественно, были поражены таким исходом. Тем не менее, благодаря воспоминаниям, которые Хань Ли удалось собрать, он смог выяснить, что это был за маленький флакон, а также как он был связан с Маляном и даосским храмом 9 истоков. Кроме того, он получил очень важную информацию, которая заключалась в том, что дух флакона мог присутствовать в царстве старшего дьявола. Он не смог выяснить, почему бессмертный предал даосский храм 9 истоков и как ему удалось заполучить флакон, контролирующий небеса, но он обнаружил причину, по которой флакон, контролирующий небеса, был разделен на 2 части, которые попали в разные низшие сферы. Как оказалось, бессмертный потратил огромную цену, чтобы получить великий талисман телепортации, чтобы сбежать в другую область бессмертных, чтобы сбежать из даосского храма 9 истоков. Однако во время телепортации на талисман повлияла какая-то таинственная сила. В результате его телепортация не только не удалась, он был вынужден спуститься в более низкое царство.
Во время этого процесса флакон, контролирующий небеса, который он едва успел запечатать, внезапно начал бороться изо всех сил. Он немедленно попытался сдержать его, используя различные секретные приемы, но было уже слишком поздно. Дух флакона высвободил какую-то врожденную способность разделяться на две части, и каждая из его составных частей попала в другую сферу. К счастью, у бессмертного хватило присутствия духа, чтобы издалека применить технику слежения за духом флакона. До тех пор, пока следящая метка не будет стерта, он всегда сможет выследить духа флакона в будущем. Как только ему удастся это сделать, он сможет использовать способность духа флакона чувствовать свой сосуд, и для него будет очень возможно вернуть весь флакон, контролирующий небеса. К несчастью для него, он был серьезно ранен силой царства духов во время спуска в царство, и не только его физическое тело было почти полностью разрушено, но и его силы были сильно ослаблены. Как таковой, он мог только опуститься на морское дно и медленно перековать истинное бессмертное тело, одновременно постепенно восстанавливая свои силы. За это время он несколько раз использовал одну и ту же технику отслеживания, что позволило ему установить, что дух флакона находился в царстве старшего дьявола. Более того, его клон путешествовал по большей части царства духов, чтобы найти полезные для него духовные лекарства, и однажды он даже вошел в обширное ледниковое царство через континент Грома. Серебряный стручок семян лотоса, который Хань Ли получил из этого царства, был чрезвычайно полезен для проявления истинного бессмертного тела, но в то время он все еще не был готов к сбору, а другие духовные лекарства были бесполезны для бессмертного, поэтому он оставил их все там. Он никогда не думал, что Хань Ли проникнет в эту область бесчисленное количество лет спустя и разграбит все духовные лекарства в этой области. Этот неожиданный поворот событий заставил бессмертного побагроветь от ярости. Таким образом, он бросился из уединения, как только заново обрел бессмертное тело, и в то время он все еще не полностью восстановил свои силы. Затем он немедленно попытался выследить Хань Ли, но был запечатан монархом духов еще до того, как смог добраться до Хань Ли. Имея это в виду, Хань Ли не мог не восхищаться непредсказуемой природой судьбы и фортуны. Он осторожно встряхнул маленький зеленый пузырек в руке, и раздался слабый хлюпающий звук. Жидкость во флаконе не была обычной спиртовой жидкостью. Вместо этого это была капля эссенции крови, которую он с огромным трудом извлек из запечатанного тела истинного бессмертного. С помощью этой капли духовной крови он сможет применить ту же технику отслеживания, что позволит ему выследить духа флакона в царстве старшего дьявола. Намек на неудержимое волнение поднялся в сердце Хань Ли при мысли о невероятных способностях, которыми мог обладать полный флакон, контролирующий небеса. Похоже, мне придется немедленно отправиться в царство старшего дьявола. Прямо в этот момент из его тела раздался слабый рев дракона. Хань Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем поспешно спрятать маленький пузырек, а затем выпустил мерцающую серебряную чешуйку из рукава. Глава 2439. Возвращение в море дьявольского происхождения. Серия серебряных рун появилась на поверхности шкалы, быстро сформировав короткое сообщение. Через 2 года на острове Истинного Дракона начнется обширная конференция по плодам Даа-духа. Странное выражение появилось в глазах Хань Ли, когда он увидел это сообщение. Хе-хе, я уверен, что многие могущественные существа из других миров будут присутствовать на этом съезде. Похоже, его определенно стоит посетить. Кроме того, этот огромный плод духовного Даа можно употреблять, чтобы временно обрести огромное телосложение духовного Даа, что будет чрезвычайно полезно для способностей, которые я развиваю, поэтому я должен его получить. Пришло время этой Тянь-Фэйр выполнить свое обещание. 2 лет мне должно хватить, чтобы совершить путешествие в царство старшего дьявола. Я поговорю с Ваньер, прежде чем уйду, чтобы она не волновалась, пробормотал Хань Ли себе под нос. После этого он убрал серебряную чешуйку, прежде чем вызвать лазурное зеркало. Он бросил зеркало вперед, прежде чем несколько раз быстро провел пальцем по воздуху, и строка белого текста мгновенно исчезла в зеркале, после чего он продолжил молча ждать. Вскоре после этого на поверхности зеркала начали появляться строки белого текста, и Хань Ли лишь мельком взглянул на сообщение, прежде чем на его лице появилась слабая улыбка. Наньгун Ван не пыталась отговорить его от поездки, но ее забота о нем была очень очевидна в ее сообщении. Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, и зеркало исчезло во вспышке лазурного света, после чего гигантский черный ковчег помчался вперед со скоростью, в несколько раз превышающей его первоначальную скорость. 2 месяца спустя темно-зеленая проекция меча внезапно вспыхнула в мутно-сером небе над бесплодной областью царства старшего дьявола, и появился белый пространственный разлом. Затем Хань Ли медленно вышел из пространственного разлома с зеленым деревянным мечом в руке и осмотрел окрестности, после чего его брови слегка нахмурились. Это было очень незнакомое место, в котором он никогда раньше не был. Он смог беспрепятственно войти в царство старшего дьявола, так как нашел хрупкую точку между царством духов и царством старшего дьявола, которую он смог использовать, используя свой глубокий небесный меч и свою огромную магическую силу.
Мо Цзиньли однажды тоже вошел в царство старшего дьявола через хрупкую точку, как и он, но для Мо Цзиньли это было намного сложнее, и он рисковал своей жизнью во время этого путешествия. В любом случае, Хань Ли отважился отправиться в царство старшего дьявола, чтобы найти духа флакона, поэтому ему было все равно, где он находится в царстве старшего дьявола. Убедившись, что поблизости нет никаких дьявольских существ, он открыл рот, чтобы извергнуть шар лазурного света, внутри которого находился небольшой лазурный флакон высотой в несколько дюймов. Хань Ли щелкнул цепочкой заклинательных печатей по направлению к флакону, и он сразу же начал резко увеличиваться в размерах, достигая примерно 10 футов в высоту в мгновение ока. При таком размере темно-зеленые узоры духа на поверхности флакона стали толщиной с человеческие пальцы и были чрезвычайно четкими и заметными. Сразу же после этого Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить более 100 флагов формирования, все из которых выстрелили в разные стороны, прежде чем исчезнуть в воздухе. Затем Хань Ли переключился на другую ручную печать, и бесчисленные руны разных цветов хлынули из окружающего пространства, быстро образовав массивное световое образование с гигантским флаконом в самом центре. После этого Хань Ли начал произносить заклинание, и он поплыл в воздухе над огромным флаконом, прежде чем сесть, скрестив ноги. Затем гигантский флакон и световое образование начали беспорядочно колебаться по яркости по приказу Хань Ли, и внезапно столб темно-зеленого света вырвался в небеса из отверстия флакона, а затем исчез в мгновение ока. В то же время из флакона во всех направлениях распространился всплеск своеобразных энергетических колебаний. Тем временем Хань Ли медленно закрыл глаза и продолжил произносить заклинание. В некоем таинственном пространстве в царстве старшего дьявола был пруд, наполненный серебряной жидкостью. Внезапно несколько каменных плит на дне пруда начали ярко светиться, и появилось массивное световое образование. Несколько таинственных рун сошлись в центре светового образования, и появилась темная дыра. В следующее мгновение из отверстия вырвался столб зеленого темно-зеленого света, и столб света вырвался из пруда, прежде чем исчезнуть на самой вершине этого таинственного пространства. Глаза Хань Ли резко распахнулись, когда на его лице появилось восторженное выражение. Дух флакона действительно находится в царстве старшего дьявола. «Похоже, мне повезло», — сказал Хан Ли с взволнованным выражением лица, снимая свою ручную печать. Затем он быстро сделал серию хватательных движений, и гигантская световая формация под ним вернулась в строй флагов, прежде чем взлететь в его рукав. Тем временем гигантский флакон сжался в маленький шар темно-зеленого света, прежде чем исчезнуть в его теле. Сразу же после этого Хань Ли улетел в виде длинной полосы лазурного света, исчезнув в далеком небе всего после нескольких вспышек. Раз в несколько дней Хань Ли снова применял технику слежения, чтобы убедиться, что он на правильном пути. По пути он столкнулся с некоторыми дьявольскими существами и городами, но он просто пролетел прямо мимо них, не потрудившись остановиться. С его нынешними способностями, скорее всего, во всем царстве старшего дьявола не было никого, кто мог бы поспевать за ним на полной скорости. Часто случалось, что дьявольские существа, мимо которых он проходил, только слышали, как что-то летит в воздухе, но даже не могли видеть Хань Ли. Таким образом, они могли только озираться в замешательстве, прежде чем продолжить свой путь. Полгода спустя Хань Ли стоял у подножия гигантского дерева на вершине высокой черной горы, сцепив руки за спиной, и с задумчивым выражением смотрел на черное море вдалеке. Значит, дух флакона обитает в море дьявольского происхождения. Я думаю, есть только один способ это выяснить. В любом случае, никто не сможет меня остановить, так что, если случится худшее, мне просто придется пробиваться силой. Придя к решению, Хань Ли сделал ручную печать, и в воздухе над Черной горой вспыхнули пространственные колебания, вслед за которыми появился священный ковчег чернильного духа. Он не использовал этот ковчег ранее во время своих путешествий, так как он был слишком заметен, но в море дьявольского происхождения почти никто не жил, поэтому он мог использовать ковчег без каких-либо колебаний. В то же самое время Дао Се появился позади Хань Ли среди вспышки серебряной молнии. «Брат Се, я уверен, что ты гораздо лучше меня знаком с морем дьявольского происхождения, так что я буду на тебя рассчитывать». «Я сделаю все, что в моих силах», — равнодушно ответил Дао Се. Таким образом, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая охватила их обоих, прежде чем отнести их на гигантский ковчег. Куклы на ковчеге немедленно начали действовать по приказу Хань Ли, и черный световой барьер появился над поверхностью черного ковчега, прежде чем он двинулся вперед. Бесчисленные молнии обрушились с небес, но барьер черного света оставался таким же решительным, как и всегда, и ковчег быстро исчез в тумане впереди. Почти месяц спустя гигантский черный ковчег завис в воздухе над огромным зеленым островом. Гигантское световое образование и массивный флакон были вызваны еще раз, и они непрерывно мигали, в то время как Хань Ли стоял перед ковчегом, снова используя ту же технику слежения. Как раз в тот момент, когда толстый столб света собирался вырваться из отверстия флакона, холодный голос внезапно раздался из глубины острова. «Кто осмелится вторгнуться на остров Горького Духа?»
Как только голос затих, массивный трехголовый черный змей появился с острова среди оглушительного рева. На центральной голове черного змея стоял никто иной, как один из 3 дьявольских патриархов Юань-Янь. Хань Ли, когда ты вошел в наше святое царство? При виде Хань Ли на его лице сразу же появилось настороженное выражение. «Мне что, нельзя сюда приходить?» Безразлично возразил Хань Ли, продолжая использовать технику слежения. Зачем ты снова проделал весь этот путь сюда, на остров Горького Духа? Вы уже продвинулись до стадии Великого Вознесения, так что пруд для очищения духа не принесет вам никакой пользы», сказал Юань-Янь с мрачным выражением лица, взглянув на даосиста Се, затем обратил свое внимание на световое образование и гигантский флакон. «Будьте уверены, товарищ Даос Юань, меня больше не интересует пруд для очищения духов. Я здесь, чтобы поискать что-то еще, и я уйду, как только найду это», ответил Хань Ли. «Что ты ищешь?» «Об этом тебе не стоит беспокоиться, брат Юань», ответил Хань Ли. Сразу же после этого он щелкнул печатью заклинания формацию света внизу, и столб темно-зеленого света вырвался на небеса из отверстия флакона. Выражение лица Юань-Яня слегка изменилось, когда он увидел это, но после недолгого колебания он решил не пытаться остановить Хань Ли. Несмотря на то, что весть о том, что Хань Ли убил истинного бессмертного, еще не распространилась в царстве старшего дьявола, он стал крайне настороженно относиться к Хань Ли с тех пор, как Хань Ли убил королеву Стимбарреров. Кроме того, дьявольская ци была очень редка на острове Горького Духа, поэтому для Юань-Янь было бы неразумно вступать здесь в бой с Хань Ли. Конечно, присутствие даосиста Се также способствовало этому решению. Поэтому, после краткого размышления, он решил остаться на месте и посмотреть, что делает Хань Ли. Как и ожидалось, дух флакона здесь. Хань Ли быстро пришел к выводу, прежде чем убрать флакон и флаги формирования, а затем улетел вместе с даосом Се в виде 2 полос света. Юань-Янь немедленно последовал за ними без каких-либо колебаний. Глава 2440. Возвращение духа флакона. На своей скорости они втроем в мгновение ока достигли центра гигантского острова, и впереди показалась обычная гора. Внезапно столб белого света вырвался в небеса с горы, после чего пейзаж впереди разлетелся, как зеркало, открыв 2 пышные зеленые горы и долину, которая была наполнена обильной духовной ци. Столб белого света исходил ни из чего иного, как из этой долины. Хань Ли слегка запнулся, увидев этот столб света. Во время его последнего визита этот столб света появился только после того, как были нарушены ограничения. Почему он появился преждевременно из долины Горького Духа сейчас? Как раз в тот момент, когда Хань Ли размышлял о потенциальных причинах этого, шар лазурного света внезапно вылетел из его рукава, прежде чем устремиться прямо к столбу света вдалеке в виде размытой тени. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он увидел это, и он немедленно сделал движение захвата, выпустив взрыв огромной невидимой силы, чтобы обездвижить шар лазурного света в нескольких тысячах футов от него. Лазурный свет померк, открыв лазурный флакон, и в этот момент он стал полупрозрачным с бесчисленными темно-зелеными рунами на его поверхности. Более того, он сильно дрожал, изо всех сил пытаясь вырваться на свободу. В то же время резкий звенящий звук вырвался из столба белого света, и шар желтого света устремился к Хань Ли, как падающая звезда. Сердце Хань Ли дрогнуло, увидев это, и он тут же сделал хватательное движение другой рукой. Пространственные колебания вспыхнули над шаром желтого света, и появилась гигантская золотая рука, прежде чем схватить шар света, как молния. Внезапно бесчисленные лазурные нити вырвались из шара желтого света, и гигантская золотая рука мгновенно покрылась дырами, прежде чем распасться на пятнышки духовного света. Шар желтого света продолжал двигаться вперед, в мгновение ока преодолев расстояние в несколько километров, прежде чем появиться прямо рядом с маленьким лазурным флаконом. Затем желтый свет померк, открыв маленький желтый флакон, который был полностью идентичен по размеру и внешнему виду лазурному флакону. Как только появился желтый флакон, он сразу же бросился к маленькому лазурному флакону, как будто пытался слиться с ним воедино. Однако слой темно-зеленого света внезапно появился на поверхности маленького лазурного флакона, и желтый флакон был отброшен, откатившись на несколько десятков футов, прежде чем снова выровняться. 2 пятнышка желтого света вспыхнули из флакона, и пара черных глаз размером с горошину появилась на его поверхности, демонстрируя ошеломленное выражение. Сразу же после этого желтый флакон снова устремился к лазурному флакону, но независимо от того, под каким углом он приближался к лазурному флакону, его неизменно удерживал слой темно-зеленого света. Намек на настойчивость появился в его маленьких черных глазах, когда он увидел это. Тем временем Хань Ли делал печать рукой на расстоянии, и он испустил долгий вздох облегчения, увидев это. Соединив флакон, контролирующий небеса, с его копией Маляна, он теперь мог контролировать флакон, чтобы держать дух флакона на расстоянии. Скорее всего, именно поэтому Малян в первую очередь получил копию сокровища от патриарха Дао Девяти Истоков.
Имея это в виду, Хань Ли медленно направился к двум флаконам, в то время как Юань Янь смотрел на них с удивленным выражением лица. 3 дьявольских патриарха поочередно охраняли этот остров Горького Духа в течение десятков тысяч лет, но они понятия не имели, что на острове существует такое сокровище. Было ясно, что желтый флакон обладал высоким уровнем духовной природы, и, скорее всего, он был не менее ценным, чем среднее глубокое небесное сокровище. Что касается того, почему Хань Ли знал о существовании этого сокровища, это явно имело какое-то отношение к лазурному флакону, находящемуся в его распоряжении. Имея это в виду, Юань Янь был поражен невольным желанием последовать за Хань Ли вперед. Однако как раз в этот момент неподалеку раздался громкий раскат грома, и Даос Се предстал перед ним с холодным выражением лица среди вспышки серебряной молнии. Сердце Юань Яня слегка дрогнуло, когда он увидел это, и он замер на месте. Он бросил нерешительный взгляд на Хань Ли, затем снова посмотрел на Даоса Се, и он изо всех сил пытался решить, должен ли он попытаться пробиться или нет. Он не встречался с Хань Ли в бою с тех пор, как последний достиг стадии Великого Вознесения, но даже тогда, когда Хань Ли был всего лишь культиватором интеграции тела, он уже был в состоянии обеспечить самосохранение против Юань Янь. Как таковой, он должен был быть намного могущественнее, чем среднее существо на стадии Великого Вознесения, и его также сопровождала эта грозная искусственная бессмертная кукла. Юань Янь всегда был гордым человеком, но он знал, что не сможет победить дуэт Хань Ли и заполучить сокровище. Если бы он попытался вмешаться, его попытка не только неизбежно закончилась бы неудачей, но и он рисковал бы сделать из Хань Ли заклятого врага. Таким образом, после некоторого тщательного размышления, он мог только смиренно вздохнуть и посмотреть на Хань Ли издалека. Сам того не ведая, он упускал самую большую возможность в своей жизни, и что сокровище впереди было чем-то, что даже патриарх Дао истинного царства бессмертных ценил чрезвычайно высоко. И если бы он знал происхождение флакона, контролирующего небеса, он бы ни за что не вмешался, даже если бы знал, что провал будет наиболее вероятным исходом. Тем временем Хань Ли осторожно приближался к паре маленьких пузырьков с осторожным выражением лица. Несмотря на то, что желтый флакон был всего лишь духом флакона без существенной формы, ему удалось легко уничтожить гигантскую золотую руку, которую Хань Ли вызвал ранее, поэтому Хань Ли знал, что ее нельзя недооценивать. Бросившись к маленькому лазурному флакону еще более 10 раз безрезультатно, желтый флакон наконец прекратил свои бесполезные действия и бросил взгляд на Хань Ли с намеком на замешательство и настороженность в глазах. Хань Ли спустил внутренний вздох облегчения, увидев это. Пузырек не нападал на него и не убегал сразу, и это значительно облегчало ему задачу. Имея это в виду, он взмахнул рукавом в воздухе, и золотой талисман внезапно взорвался в его рукаве. Шлейф плотного лазурного тумана был мгновенно выпущен, затопив всю окружающую местность радиусом около полукилометра. Таким образом, Хань Ли и два маленьких флакона были полностью скрыты в тумане, и даже духовное чувство Юань Янь было сдержано. Выражение лица Юань Яня слегка изменилось, когда он увидел это, и он понял, что принял правильное решение не вмешиваться. Если отбросить все остальное, одного этого ограничения духовного чувства было бы достаточно, чтобы создать огромную головную боль для Юань Янь. Время медленно шло, и в море лазурного тумана не возникало ни звука, ни движения. Брови Юань Яня нахмурились, увидев это, и он не мог просто позволить Хань Ли остаться на острове одному, поэтому он сел на голову своего гигантского черного змея, чтобы помедитировать. Прошло 7 дней и 7 ночей, и как раз в тот момент, когда терпение Юань Яня начало иссякать, море лазурного тумана заколыхалось, вслед за чем изнутри вырвалась полоска лазурного света. Затем Хань Ли предстал перед Юань Янем с восторженным выражением лица и сказал: «Я удивлен, что вы все еще здесь, товарищ Даос. Извините, что заставил вас ждать». Я не мог просто оставить такого иностранного культиватора, как ты, одного в море дьявольского происхождения. Вы получили сокровища, за которыми пришли сюда, верно? Поторопись и уходи, холодно сказал Юань Янь, поднимаясь на ноги. Я все равно не собирался оставаться здесь дольше. Хе-хе, интересно, когда мы снова встретимся, ответил Хань Ли. После этого он не стал больше терять времени и ушел с Даосом Се, в то время как Юань Янь смотрел на него с холодным выражением лица. В секретной комнате гигантского черного ковчега Хань Ли с довольной улыбкой рассматривал маленький зеленый флакончик в своей руке. Спустя долгое время он убрал флакон, прежде чем закрыть глаза и погрузиться в медитацию. Что касается того, как ему удалось укротить дух флакона в течение этих 7 дней и 7 ночей, это никому никогда не открывалось, даже через бесчисленные годы в будущем, когда Хань Ли достиг самой вершины истинного царства бессмертных. Таким образом, многие из его друзей и учеников оставались в догадках, не имея возможности узнать правду. Несколько месяцев спустя черный ковчег завис в воздухе над бездонным каньоном, а Хань Ли и Даос Се были снаружи ковчега, стоя бок о бок и глядя сверху вниз. Через этот пространственный узел мы сможем добраться до царства Махэ, которое ближе всего к истинному острову дракона.
Всевентилятор Пази сказал, что посланники истинного дракона Айлронд бы не пришла навстречу мне, но он не дал мне точного местонахождения. Хань Ли пробормотал про себя с усмешкой, прежде чем сделать ручной печатью, и священный ковчег быстро уменьшился, долетел до его рукава. После этого он сделал хватательное движение, и темно-зеленый деревянный меч появился в его руке, прежде чем его ударили вниз.